Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Наш канал базируется, как всегда, в городе Измаил. Это юг Одесской области и юг Украины. И сегодня у нас задача такая очень сложная, архисложная. Видите, если низкие лилии, ну просто супер легко. Все, вот не надо даже ничего завязывать. Конечно, для высоких, вот, надо было бы, но она внутри, надо было бы завязывать. Но я завязывала лилии. И смотрите, пытаюсь, у меня сейчас задача гладиолусы завязать, потому что они уже вот-вот цветы будут, уже выбивают вот стрелочку, смотрите. И если они уже зацветут, будут ломаться своими цветоносами. Я попробовала вот это сделать, как делала раньше. Вот эти бамбучки завязывать, но они как-то, ну, не держат. Они, тем более, что я сейчас уже их боюсь, что поврежу вот эти луковички, которые там внизу. Вот, в вазоне, вот видите, как они растут. И сейчас Александра Федоровича прошу, какие варианты могут быть. Смотри, что мы можем тут сделать. Вот, допустим, вот это у нас. Когда мы садили виноград, вот, И актинидию, вот эти штучки. Да, чтобы и котики не кушали, и люди не ломали, которые ходили возле винограда. И вот так делали виноград. Нашел вот это, но Раиса говорит... Я говорю, что-то некрасиво мне как-то это. Я не представляю себе в этих ржавых штуках, может быть, бы покрасить еще можно. Но смотри, сверху получается тут зажим будет, и цветы будут зажаты. Нет. Может, у тебя есть другой вариант? Не пойдет. Ну, я нашел, есть еще один вариант. Давай, показывай. Я очень хочу, чтобы заранее это сделать, потому что гладиолусы у них цветоносы такие тяжелые. Вот попробуй их удержи. У нас вот такая сеточка была. Угу. Вот она, эстетичнее. Естественно, как подзаборчик и красивее. И вот так можно сделать. Вот. Там можно прищепочкой. Не, прищепка что, выдержит? Понимаешь, нужно будет еще и перемещать, так вот сделать, чтобы была возможность перемещения. Перемещение. Да. Именно можно выше поднять и укрепить. Вот так вот. Можно. А не, снова ты собираешь вверх. Мне вот хочется, чтобы было... Нет, ты все-таки начальный вариант был лучше, потому что можно в начальном вот так варианте... Внизу, да? Да. И верх должен быть чуть-чуть шире. И давай тогда соединяется, да? Да, оно и теперь соединяется. Теперь каждый цветочек, наверное, каждое растение, потому что они снова же соберутся внутрь и тоже будут давить друг друга. Вон они какие уже цветоносы прекрасные. Вот. И я их и подкармливаю все время. Сразу отвечу на вопрос по подкормке. Параллельно, пока думаем, как это все их организовать, чтобы потом во время цветения уже не беспокоить. Все время их подкармливаю сейчас магний и калий. Вот эти удобрения. Было когда подкормка у меня по листьям для овощных растений, и я их тоже по листьям прошлась. Но им это не понравилось, им больше нравится под корень. Вот я их и подкармливаю под корешочек. Но в данном случае у нас вот такая ситуация. Может быть, там вот с той стороны, там где сложил, там еще как-то закрепить? Да, мы закрепим. Я найду проволочку и там аккуратненько зажмем проволочкой. Ну давай проволочки и посмотрим, как мы можем каждый цветочек отделить, потому что в середине, видишь, они тоже друг на дружку начинают заваливаться. Нам не нужно вот надо это еще одна пара рук. Одному держать, а второму... Но сейчас давай неси тогда свои крепления, и мы сейчас вот это все сделаем. Потому что нужно сегодня сделать, потому что, смотри, они уже так быстро, вчера как будто бы ничего не было, а сегодня уже цветоносы. Тепло, жара на улице, корни имеют что кушать, луковицы, и вот они так хорошо развиваются. А рядышком тем более есть кому их увлекать в это дело. Есть вот такие лилии, которые вот цветут и ароматом нас своим радуют. Вот эти крупные так пахнут. Вот они какие. Ну что,
и ищем, и делаем, и вам покажем уже в конечном результате то, что у нас получилось. Александр Федорович просто-напросто соединил металлической проволокой вот, несколько мест. Вот. Я так думаю, что нам надо купить будет на рынке. Есть сейчас с металлом сложности самому делать. Вот. Ну, а то, что есть, можно даже покрасить. Вот. Переворачиваем в некрасивую сторону к стеночке. Вот. Забрала бамбуки. Смотрите, какие цветоносы. Мне кажется, что надо будет еще подкупить повыше, потому что такие цветы будут. А пока что я хочу сделать? Я хочу привязать как-то. В общем, на ходу что-то придумываем, чтобы они не валились потом. Потом так это смотреть больно на них, когда они валятся. И сейчас, ну, это некрасиво будет. Ну, хотя бы так. Может, кто-то по-другому может делать. Так, вот этот я смотрю нормально. Так, и тихонечко переворачиваю. Так, теперь идем сюда к этому. Смотри, он такой красивый будет цветочек. Тут два цвета, два цветка. Вот. Сейчас я их возьму. Вот так вот. Два цветочка. Нет, по одному все-таки лучше. Вот этот, видишь, завалился. А у него уже, смотри, какой красивый цветонос. Уже выбивает стрелку, такой красивый. Надо его, он первый идет, надо его первым взять. У меня такие ленточки есть. В общем, надо придумывать все время что-то, потому что это новое для нас дело. Вот. Получается, что в открытом грунте в последние годы стало очень плохо получаться гладиолусы, вообще луковичные цветы. Что-то происходит такое, что им не подходит. Так, этот по центру оставлю его. Этот я оставлю. Значит, здесь завяжу. Вот так вот. Получится, там уже по центру можно что-то, один цветок, даже тот же бамбук туда задвинуть. Еще надо просто по кругу будет садить в будущее. Так, и вместе с горшками этими. Так, тут в середине остается, смотри, какой красивый, выбивает тоже стрелку. Ну что, я его тоже привязываю. Используем ленточку, потому что веревка будет врезаться, а вот ленточка у меня старая есть. Я вот эту ленточку тоже фиксирую вот к этому. Так, фиксируем. Вот так вот. Завязываем. И получается они как по кругу. Видишь, как хорошо. Вот. Будут держаться. И все эти стрелки уже так и будет. Ну, так я думаю, что раз я видела на рынке еще повыше, вот эти все, вот эти красивые штуки, заборчики, вот эти заборчики можно как раз использовать. Так, этот у нас не упадет, а вот этот, смотри, надо его привязать. Так, мы его сейчас, тоже стрелочку уже выбивает. Вот так вот. Тоже выровнять надо листики, все, чтобы удобно было нашим цветочкам. Вот. Даже можно листик сюда, чтобы вышел. Снова же нужно зафиксировать, завязать вот эту красоту. Вот. Вот как красиво получается. И поехали дальше. В общем, опыт приобретается в самом процессе. Так, забираем вот этот. Тут это один такой большой. Большая луковица была. Когда зацветут, мы тогда будем говорить. Ну, в принципе, о сортах ничего снова же не скажу, потому что я покупала на рынке у одной женщины вот эти все красивые цветочки. Я по фотографиям ведь знаю, что она серьезная женщина в этом плане. Так, теперь нужно этот сюда подтянуть, видишь? Ух. Их тут два даже, но сейчас по одному надо подтянуть. Вот, отлично. И этот остался самый-самый сложный такой. Идем сюда. Вот, и как раз хватит мне ленточки. Нет, вот этот надо. Вот этот. А те у нас уже держатся. Тут пойдет в центр.
Вот что получается. Какая теперь будет красота. Теперь я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, в общем, можно декор под цвет уже думать, под цвет подбирать. Потому что мы впервые это делаем. Замечательно. Вот. Теперь смотрите, серединка у нас, воздух поступает. Для средних у нас тут место есть. Боюсь бамбук ставить, потому что могу луковицы повредить. Теперь переворачиваю. Очень легко вместе с этим повернуть. О, и здесь они уже у нас будут на постоянном месте. Вот, замечательно. Видишь, как хорошо получилось? О, все. Вот, как хорошо придумали. Замечательно. Ну, а вот для таких больших, я думаю, что надо будет высокие купить. Вот смотрите, эти хорошо, вот это низкорослые, а вот этим, конечно, надо будет покупать их отдельно, садить и покупать им такие высокие заборчики и укладывать, потому что сильный ветер, и они ломаются. Ну, здесь затишок, но все равно. Ну, на этой позитивной ноте мы надеемся, что сможем показать вам и гладиолусы которые зацветут у нас, потому что нам говорили несколько наших зрителей, что лилии не будут в горшках цвести, не будут цвести гладиолусы и другие цветы. К счастью, все у нас цветет, все растет. Главное полив, подкормка и уход. И еще очень важно любовь человеческая. Они все это чувствуют, ощущают. А мы, Раиса Кириченко, Александр Вулик, с любовью к ним относимся. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего самого доброго вам. До новых встреч в новых видео. Пока-пока, удачи вам.